Далее вопрос от спринтера. Валерий Викторович, какова судьба ФРС, ЕЦБ, других центробанков и вообще банковской системы в планах ГП? Связан ли ГП как-то с созданием ФРС в 1913 году? Если да, то какую цель он при этом преследовал? Ведь если ГП уже в XIX веке решил, что буржуазный капитализм – это угроза для самого ГП, и что необходимо заменить его чем-то иным, для чего он стал раскручивать марксизм, то зачем нужно было поддерживать развитие всех этих центробанков? Или это дело рук страновых элит, а ГП просто вписал этот процесс в свои планы и довел банковскую систему, как и весь либерально-буржуазный капитализм, до абсурда? Федеральная резервная система – это исключительно детище глобального предиктора. Страновые элиты заинтересованы в том, чтобы иметь свои страновые банки. То, чего ты не контролируешь, в другой стране тебе не интересно. Тебе интересно захватить контроль. Как только ты ставишь вопрос захвата контроля другого центробанка в другой стране, значит, ты приобретаешь надгосударственные функции. Значит, у тебя расширяется зона влияния. Мировая кредитно-финансовая система – это исключительно епархия глобального предиктора, и чужие там не ходят. Все, кто пытается войти в мировую кредитно-финансовую систему в качестве субъекта, все уничтожаются на раз. Причем делается это подчас мировыми войнами. Во всяком случае, создание Центробанка Соединенных Штатов было осуществлено через гражданскую войну, так называемую войну Севера и Юга в Соединенных Штатах. И именно создание единого Центробанка была цель этой войны, а не какие-то другие мелкие интересы, там промышленное, освобождение рабов или еще чего-то. Ничего подобного. Единый Центробанк для всей Америки. Почему нужен единый Центробанк для всего мира? Потому что мировая кредитно-финансовая система – это кровь экономики. Что такое глобализация? Глобализация – это объективный процесс концентрации управления производительными силами на планете Земля. Но если глобализация – процесс объективный, то управление этим объективным процессом носит субъективный характер. И тот, кто поставил задачу управления этим объективным процессом раньше, тот и получил преимущество. И вот глобальный предиктор поставил задачу управления этим объективным процессом раньше. И он понимал, что как то… Вот две системы живут там, скажем, Россия и Япония, да? Пока они жили, не зная друг о друге, они не влияли друг на друга. Но как только они соприкоснулись, так началось взаимовлияние. И в этом влиянии более сильная система тем или иным способом подавляет более слабую систему. Таким образом происходит глобализация по всему миру. Таким образом, более сильные государства подминают под себя более слабые государства, более сильные союзы государств подминают под себя отдельные государства и менее сильные союзы. И так осуществляется всеобщая глобализация. Таким образом, мировая кредитно-финансовая система – это есть рычаг, инструмент управления всеми процессами на планете Земля. И когда кто-то говорит о каком-то политическом решении, будь то в России, в Японии там, и прочем, там, в Германии, да в любой другой стране, то нужно иметь в виду не только собственные возможности и ресурсы, но и то, как ты вписан в эту мировую кредитно-финансовую систему. И здесь принципиальным является положение Центробанка внутри страны. Вот раньше у нас в Советском Союзе был Госбанк, который ориентировался на государственные и национальные интересы. И страна развивалась. Процент кредитования не превышал, по кредиту не превышал 3%. А прирост энергообеспеченности производства 5%. Вот эти 3% можно отработать. Но отработать проценты выше 5%
то, что обеспечивает мировая динамика энергообеспеченности, невозможно. Ты всегда будешь в должниках, и твоя система будет разрушаться. И что у нас делает Центробанк? У нас Центробанк целенаправленно лишил нашу экономику внутреннего кредитования и замкнул нашу экономику на Запад полностью. И она управляет. Поэтому у нас, естественно, лучший глава Центробанка по оценке мировых этих банковских структур. Почему? Потому что МВФ принял решение. МВФ это... Нет, Федеральная резервная система, которая расписывает всем. Приняла решение, что опустить наш рубль. Набиуллина тут же опустила и отчиталась. Она, конечно, лучше, потому что ей вообще наплевать на интересы России. И еще лучше, если вообще после ее деятельности останутся одни руины в России. Она на это работает, это ее цель. Уничтожить население России, заморить голодом, внедрить раздруху. Потому что это ее цель в интересах западных ее хозяев. Они ее поставили выполнять эту задачу. Центробанк в другой какой стране выполняет другую задачу. Но у всех они все работают по одному плану. Потому что если внутренняя политика, она работает на интересы правящего слоя внутри государства, внешняя политика проводит политику правящего слоя внутри этого государства вовне, то глобальная политика определяет роль и место каждого государства в мире. И поэтому есть страны, которые комфортно живут, будучи какими-нибудь туристическими центрами, другие страны в качестве каких-то финансовых центров, в третьи страны вынесено грязное производство, в четвертые страны являются только производителями продуктов, пятые страны ресурсы дают, то есть у каждого задача, это как в доме, у каждой комнаты есть свой функционал. Вот эта глобальная политика определяет. Чтобы люди не разобрались в этом, введен термин «дурилка», «геополитика». И наши политологи и носятся с этим термином. И еще благодарны белому сахибу из Лондона. Ох, спасибо, надоумил, сказал, что геополитика есть. Посадили их в песочницу, дали им игрушку, вот они играют. Так вот, можно не воевать за все страны. Можно этими странами просто управлять. Но для того, чтобы ими управлять, нужно было их подломить под свою кредитно-финансовую систему. Включить их их промышленный, производственный потенциал, вообще экономический потенциал, в том числе и научный, образовательный, культурный, в единую систему управления. И на это было направлены 2 мировых войны, которая является, в принципе, одной мировой войной, проведенной в 2 этапа. В 1913 году создают ФРС, негосударственные банки, которые начинают финансировать Соединенные Штаты. Соединенные Штаты входят в мировую войну, имея долг перед Европой в 6 миллиардов долларов, выходят из этой войны. Уже Европа должна Соединенным Штатам 10 миллиардов долларов. И все. Вопрос решен. Но из этой войны выскочил целый сегмент Европы и Россия. Значит, нужно провести еще одну войну. Ее проводят, и в 1944 году собираются создаваться мировая кредитно-финансовая система Бреттон-Вудская. И Советский Союз там участвует. Другое дело, что Советский Союз не пошел на эти условия, а те, кто пошел на эти условия, те и остались закабаленными со стороны государства США, которое является инструментарием глобального предиктора. Пришлось долго ждать, пока сойдет на нет сталинская политика построения социализма и коммунизма в отдельно взятой стране и в социалистическом содружестве, и потом слить Советский Союз и снова вернуться к плану создания мировой кредитно-финансовой системы. И сейчас мы вписаны в эту систему. И хочешь не хочешь, с этим приходится считаться.
И любое политическое решение внутри страны приходится согласовывать с тем, как это откажется на всей экономике. Потому что из-за рубежа нашу экономику можно выключить. Сталинская система, советская система, оставшаяся в наследство Сталину, она была вне этого. Они взаимодействовали, два сегмента экономики, взаимодействовали со своими целями. Советское правительство после сталинское сделало очень многое для того, чтобы свою экономику положить под ноги глобальному предиктору. Капитуляция была подписана в январе 1968 года. Соглашение с Лена Голдфинс. И мы уже про это разговаривали. Ну и, кстати, подробнее с этим вопросом вы можете познакомиться в аналитической записке Фонда концептуальных технологий «Закон о Центральном банке Российской Федерации. Суверенитет России», которая также является составной частью книги о мире кривых зеркал.